Вообще, это видео состоит из двух частей. Первая часть про парфюмы, а вторая часть про уход за собой. Это по запросу. Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Сегодня я вам расскажу об ароматах. Очень много, кстати, новых ароматов. Очень чувственных, сексуальных, привлекательных. И это те ароматы, в последнее время тянется к ним рука, я их ношу. И по какому-то, не знаю, стечению обстоятельств, они все в белых или черно-белых флаконах. Очень, конечно, интересно, либо в упаковках. Так, ну давайте начнем. О нем первый раз узнала в Амстердаме, проходила мимо полки в Дугласе и вдруг обнаружила этот аромат. Я не знаю, слышите вы или нет, но у меня за кадром пытается кот на спинке стула подняться на окно. Друзья, я должна это остановить, извините. Так, должна вам показать этого безобразника. Он вот тут вот сидел, когда я камеру устанавливала, смотрел, думал, что делать, и вот надумал. Друзья мои, я знаю, уже поняла, что у меня есть даже те, кто прям не любит кошек, что они появляются в кадре. Ну, простите, я честно, когда начинаю снимать или даже разговариваю в Телеграме, например, да, по видео с подругой, коты все время бегают вокруг штатива и пытаются его уронить, так что мне легче его оставить с собой. Называется Lane Kling, новый для меня, я не знала о нем. Это немецкий бренд. Я проходила мимо в Дугласе полки, и обычно, знаете, как говорится, если будете проходить мимо, проходите. Вот обычно я так с этими полками неизвестных парфюмов поступаю, потому что, мне некомфортно. Я люблю, если вот я вообще не знаю бренд, я люблю взять Discovery Set, пробники, поносить. Мне с блотеров вот так вот возле полки, да, ничего не понятно. То есть, сколько я могу там простоять, чтобы что-то ощутить. Но произошло какое-то чудо, возможно, потому что мы были с Ульяшкой, а 2 носа – это лучше, чем 1. Так, я его отпущу. Росик, я его отпущу. Все, малыш, иди поиграй, только не со штативом. Вот, 2 носа лучше, чем 1, поэтому мы выбрали ароматы, которые нам очень понравились, и мы не ошиблись. Мы купили вот такой travel сет. И еще в одном из travel сетов был вот такой вот футлярчик, очень классный. И раздербанили. Было 2 travel сета. Там у них ароматы по номерам. Все куши. И написано номер 7. Аромат просто потрясающий. Я вам не буду рассказывать пирамиду. Я ее здесь где-нибудь прикреплю. Я вам расскажу, что я там чувствую. Тут есть фруктовость, но это скорее даже сухофрукты, но такие сочные. Вот они прям только-только стали сухофруктами. Здесь есть орех. Здесь чувствуется орех, и это скорее лесной орех. Такой съедобный, вкусный. И где-то там вот на фоне я ощущаю нотку уда, но она вообще в расфокусе, она заблюрена, она там на 25-м ряду. То есть она чуть-чуть угадывается, придает аромату глубину, придает аромату объем и такой восточный характер, но при этом вообще не выпирает. Это скорее ближе к гурманике, но не на 100%. И вот такие ароматы обычно очень притягательны. Я заметила, что многие мужчины любят, когда аромат такой более гурманский. То, что можно назвать вкусный аромат. Аромат потрясающий. И вот эта вот ореховая нотка сохраняется на протяжении всего звучания. И второй аромат от этого же бренда – это номер 1 Эль Пасахеро. Неожиданно вообще по-испански. Не знаю почему. В общем, это аромат, он у меня вот здесь вот уже в тревеле. И я очень много уже успела сносить. Но даже не потому, что да, прям я такой фанат, а потому что мне очень нравится старт этого аромата. А потом он какой-то очень тихий, очень акварельный. Я думаю, что он будет лучше звучать в более такую прохладную погоду.
не будет так быстро слетать этот старт. Старт очень интересный. Вообще бренд и ароматы очень интересные. Пирамиды очень интересно сформулированы. Не всегда для меня это вот именно о том, о чем пирамида, но они очень интересны. Здесь заявлены водоросли в этом аромате. Но я это чувствую скорее как такой прохладный воздух, когда ты гуляешь на море зимой. Там нет никакого намека на пляжный аромат, никакой такой вот радостный, да, то, что бывает у пляжных ароматов, радостной атмосферы. Нет, он скорее спокойный. Нет, он не грустный, не меланхоличный, он просто спокойный. Вот когда гуляешь зимой по пляжу, прям как какой-то релакс и умиротворение наступает. Здесь также чувствуется османтус. Тут есть османтус, но он больше белоцветочный, он не персиковый, да, немножко есть такой оттенок персика, ну, как обычно бывает в османтусе, но совершенно не на первом ряду. Аромат немножечко зеленый, есть какие-то зеленые ноты, но в целом это вроде бы такой повседневный аромат. Он, не сказать, чтобы очень плотный, да, по звучанию, но он очень интересный. Вот если такой аромат на каждый день, то, мне кажется, это вот, ну, ты просто будешь приятно пахнуть. Потом, кстати, вот эта вот нота морская или водоросли, она вообще уходит, и аромат такой фруктово-османтусовый с чистым мускусом, скорее всего. Я не помню, что тут в базе, но он очень легкий. Очень легкий. Вот пока это вот мне не очень нравится, потому что быстро слетает. Сначала мы вообще почувствовали тут зеленый чай с жасмином. Вот когда мы только нанесли и пошли гулять в этом аромате, мы почувствовали чай зеленый с жасмином. И вот именно это мы и хотели купить. Но когда купили, нанесли на себя и очень удивились. Я не расстроилась. Мне нравится этот аромат. Такой повседневный, но не тривиальный. Так, давайте дальше. Дальше аромат, который я ношу, сидя под кондиционером, и просто мечтаю, когда наступит осень. Это Ателье Модерн от Синонимов. Здесь все стартует такой нотой, я не знаю, это то ли розмарин, то ли чабрец, вот что-то такое травное есть. И чувствуется кардамон с такой ментоловой составляющей. Такой же кардамон есть в Грис Шарнель от BDK. Это очень крутая нота. Я первый раз его в Грис Шарнель почувствовала, и меня прямо она поразила. Аромат пряный, аромат теплый, но за счет вот этой ноты его даже можно носить в жару. Да, я понимаю, что он прям намного лучше открывается в холоде, почему я говорю, что под кондиционером сижу в этом аромате. Но и когда я выхожу куда-то, да, в жару, на улицу, он все равно звучит классно, он не душит. Он, так как это экстракт, у него средний шлейф, он абсолютно, мне кажется, носибельный для любого случая. Это вот тот редкий экземпляр, который на каждый день, но при этом это пряный аромат. Это такой согревающий, уютный, теплый. Обычно всегда такие ароматы бывают еще и в дополнение очень громкими, и их, допустим, в офис нельзя надеть или в какой-то, да, там, не знаю, в класс, в общем, закрытое помещение нельзя надеть. Ой, друзья, там у меня кошки что-то фыркают, пойду разберусь. Здесь есть в базе замша. Я не помню, заявлена она или нет, но я ее чувствую очень хорошо. Я знаю, что кто-то это больше чувствует как специевость, но мне это уютная, теплая, замшевая куртка новая, обязательно новая. И тут еще есть нота сахарной ваты. А я даже не очень помню, как это звучит, но мне настолько приятно знать о том, что она здесь есть, что, не знаю, чувствую я ее или уже как-то додумываю, не могу точно сказать, но для меня как будто бы она здесь прям присутствует. И она придает этому аромату игривость.
Она не делает этот пряный аромат каким-то таким серьезным, очень женственным, чересчур женственным, да, таким прям тяжелым даже. Нет, он его делает легким, веселым, жизнерадостным, уютным, теплым. На каждый день я, короче, жду осень, прям изо всех сил. Это будет мой любимый аромат вместе с Роджером. Да, есть еще Роджер, я тоже его обожаю. Здесь есть такая нотка сандала, немножечко соленого, такого соленого, окутывающего, теплого. Мне очень нравится. Вот прям узнаваемая база синонимов. У них есть вот эта вот своя база, вот у Роджера, у этого аромата и у White Widow, вот у этого тоже. Но этот больше сейчас носит мой муж. На мне тут очень громко звучит анис, я не могу. А с моего мужа очень быстро слетает анис и звучит красиво, кофейно, очень густой аромат, очень насыщенный, шлейфовый. Вот он им, когда воспользуется, да, потом уходит, и еще аромат где-то час остается. Мне нравится. Так, и еще один аромат от синонимов, которым я пользуюсь. Очень активно пользовалась в жару, в невыносимую, в Мадриде, в плюс 40 градусов. Это аромат Blade Running Мандарин. Вот как называется, так и звучит. Это аромат про мандарин на подложке Исаи Супер, такой древесный, свежий. Очень-очень дорого звучит вот этот Исаи Супер. Для меня это прям шикарный всегда ингредиент. Он любой аромат делает намного дороже по звучанию. То есть простой такой вроде бы мандарин, цитрус, а звучит очень красиво. Надо вот сюда их ставить, да, когда я о них рассказала. Так, Лэнг Линк. Все время путаю это название. И Касамарати Квадро Пиццы. Я наконец-то почувствовала здесь кокос, кокосовое масло. Но в отличие от The Beach, Zarka парфюм, здесь это сладкое кокосовое масло. Оно скорее ближе для меня даже какой-то вот тут есть все-таки гурманика. Тут есть нота, которая не заявлена, но я здесь чувствую как будто бы финик. И мне он нравится. Я помню, у меня был с фиником Nomad от Хлои, и я не смогла его носить. Там какой-то он слишком приторный для меня. А здесь он какой-то сливочностью смягчен. И, конечно же, тубероза. Конечно же, она самая довольно-таки громкая, но вот она утопает в сливочности, она жирненькая, потому что она утопает в этом кокосовом масле, сладком кокосовом масле. И есть в аромате древесность и такая нотка табака, я ее тоже стала чувствовать, она придает немножко терпкости аромату. Я даже в какой-то момент ее перепутала с фиалкой. Фиалка тоже такое может делать. Вот, мне, короче, этот аромат понравился сразу, но я начинаю в него прямо влюбляться все больше и больше по мере того, как на улице становится прохладней. У нас сегодня праздник, плюс 28. Этот аромат звучит еще лучше, он дольше как-то шлейфит, в нем больше граней появляется, и я его распылила в воздух. И вот я в воздухе ощутила вот этот вот сладкий, вот это сладкое кокосовое масло именно в воздухе. На коже, особенно такой, на разгоряченный, да, я его в жару тестила первый раз, это не открылось. Я думаю, что это вообще открывается больше в прохладное время. Он более многоградный в прохладное время. Мне вот сейчас так кажется. Не знаю, аромат очень непростой, надо его еще тестить. Так. Еще один новый аромат в моей коллекции, это Ульяшка со мной поделилась. Это ее любимый аромат в последнее время, Dries Van Noten Fleur de Mal Osmanthus Suede. Тут король аромата Османтус. Немножечко персиковый, но все-таки это не аромат про персик. Это аромат про османтус.
И здесь есть в базе замша. Я люблю замшу в ароматах, я люблю кожу в ароматах, поэтому мне, наверное, так вот нравятся, заходят эти ароматы с таким подтоном. Не знаю, для меня это прям очень чувственно, очень сексуально. Вот лично для меня, да, опять же, я считаю, что нет аромата, который для всех будет сексуален, да, или вот его с вас почувствует и вот прям к вам потянет. Да и надо ли вообще такое, да, мне кажется, нет. Мне кажется, это даже как-то будет не очень хорошо, не вам на руку, да, чтобы всех прям тянуло. Поэтому, мне кажется, сексуальный аромат – это тот, который для вас такой, тот, который будет в вас чувственность, как-то вас будоражит. Вот Dries Van Noten, он вот такой. И, кстати, я поняла, что он чем-то пересекается с Good Girl Gone Bad. Опять же, да, этим вот персиковым османтусом, только там намного больше персика. И таким подтоном уже базой там табак, а здесь замша. Вот чем-то они похожи. Ульяшка тоже любит Ульяшка тоже любит Good Girl Gone Bad. И этот аромат. И мне они оба нравятся. Но опять же, я жду, когда немножечко станет прохладнее, потому что в 32-35 градусов, ну, во-первых, все слетает, а во-вторых, многие грани у аромата просто вот они не раскрываются, они куда-то проваливаются. Так что, с одной стороны, жара помогает каким-то ароматам открыться, а каким-то вот она не на пользу идет. И последний аромат – это Blanche Bête от Liquid Imaginary. Мне аромат нравится в целом, но я вот понимаю, что, во-первых, надо очень его дозировать, потому что он может придушить. Я привезла его у Ульяшки попробовать, а она его почему-то не чувствовала на себе. И она, значит, им расшилась так с щедростью. И мы с ней пошли, и мы в лифте с ней поехали, и мне, честно, прям стало плохо от этого аромата. Я в этот момент подумала, что если она не заберет у меня travel-версию, то я не знаю, куда мне вообще ее девать, а у меня их еще две, куда девать еще вторую, потому что мне в этот момент показалось, что это прям вообще, ну вообще не мое, мне прям плохо. Вот. Но нет, когда аромат уже выветрился, я его с нее чувствовала до конца дня. Она нет, она говорит, ой, что-то он какой-то прям вообще очень тихий, я вообще его не чувствую. А я сижу рядом и понимаю, что на мне, знаете, такой дракон огнем просто дышит, Ульяшка этим ароматом на меня. Вот, поэтому будьте осторожны, пожалуйста. Даже если вам кажется, что вы его не чувствуете, это не значит, что окружающие его с вас не ощущают. Это очень яркий аромат, очень шлейфовый, очень стойкий. Я вот себя его чувствую, даже в жару чувствую. Вот тут есть такая нотка, она прям такая наглая, дерзкая, выпирающая. Может, это тот самый мистик, да, там есть такая нота, мистикаль. Может, это вот она, но она прям вот сквозь все эти молочные, кремовые, какие-то мягкие, кокосовые ноты пробивается и несется как ракета. Поэтому будьте осторожны. Хороший аромат. Я его ношу, но я прям вот очень дозирую. То есть один пшик сюда и вот потом сюда. И все, сюда я имею в виду. Под волосы. И не больше, не больше. Кстати, про нанесение ароматов мне написала зрительница, что заметила, что когда я их наношу, да, я жаловалась, что все время то в глаз себе попаду, то в лицо, что я держу пульверизатор вот так вот как бы кверху, вот так вот. И это правда. Не знаю, откуда я это взяла, а надо делать вот так. И она права совершенно, да, я еще не знаю, как не попадать на ладонь вместо запястья или вообще куда-то мимо, еще пока это я не освоила, но вот этот способ точно, да, может быть, ты не попадешь, куда целилась, да, там на шею, может, попадешь на плечо, но ты не попадешь точно себе в глаз, в лицо, так что посмотрите, как вы наносите, мне писали девушки, что тоже у них с этим есть проблемы. Вот так вот направляем, да, вот так вот, раз,
и как бы в лучшем случае куда целились, в худшем, ну, на плечо попадете, там чуть-чуть на спину. Работает, работает. Это правда, так и есть. Так что спасибо, если вы смотрите меня, спасибо вам, что обратили внимание. Вот, друзья, с парфюмами вот такая история. Я вообще не считаю, что я какой-то суперэксперт в этой сфере. У меня такие знания скорее ситуативные. То есть что-то случилось, я пошла, изучила тему и нашла какой-то инструмент. И им пользуюсь. Про всякие крема, сыворотки, масло для лица я не очень вижу какой-то смысл сейчас показывать все свои, потому что главное подобрать их под свой тип кожи. То есть у меня тонкая, чувствительная, склонная к сухости, да, она какая-то даже скорее комбинированная, частично нормальная, частично склонная к сухости. И вот а периодами вообще нормальные. И поэтому показывать как-то свой уход, да, когда это лично, да, под мою кожу ориентировано, я не вижу смысла. Главное у меня требование всегда к крему, чтобы он питал кожу, но при этом не было, да, там никакой пленки, раздражения, каких-то там комедонов, прыщей не было. Такие вот у меня незамысловатые требования. Я не жду, что крем меня избавит от заломов, от намечающихся морщин. Вообще не жду этого от крема. Мне кажется, что он работает исключительно на поверхности кожи. Есть крема там с лифтингом, но они в основном вот наносишь, они как будто там подтягивают. Вот. Мне особо это не нужно. Да? Я ищу что-то такое, что будет просто поддерживать мое вот ощущение, да, лица и себя в тонусе. Вот что для меня самое главное. Поэтому такая история. Я не знаю, как назову вот видео, возможно, уход за кожей после 40, я не знаю. Просто для меня немножко это название странное, так как я ухаживала за кожей всегда. Она всегда была склонная к сухости, и там, не знаю, с подросткового возраста у меня был крем, чтобы вот было ощущение, да, ощущение стянутости кожи неприятное. И там в основном, да, я, понятное дело, не от морщин избавлялась, а мне надо было вот, чтобы кожа не шелушилась и была напитанной, да, не стягивалась. Вот, то есть я какими-то кремами, масками пользуюсь подросткового возраста, и мое требование не меняется, кожа должна быть увлажненной и напитанной. Все. Но в 28 лет я помню прям вот этот день, когда я встала и поняла, что я проснулась, а мое лицо как будто нет, оно как будто не в тонусе. И это даже вот визуально, там не было отеков, я не понимала в чем-то, какое-то вот ощущение было неприятное. И я стала изучать этот вопрос и нашла гимнастику для лица. Я не рекомендую, я не советую. Это я рассказываю, меня попросили, я рассказываю мой опыт. Потому что я знаю, что кто-то говорит, что гимнастика это ужасно, можно испортить, там заломы, еще что-нибудь. Мне реально помогло. У меня просто стало ощущение, что у меня кожа, у меня лицо, оно находится в тонусе. И я делала эту гимнастику на протяжении года, каждый день, и это было минут 40, час. Да, я целый год, несмотря ни на что, как бы я ни устала, сколько бы у меня не было дел, но я должна была найти этот час и сделать эту гимнастику. Я иногда бываю очень упорным человеком, да, то есть могла прийти домой там в 12 и все равно это делать. Не надо мне писать, что Вика, это же еще вреднее. Пожалуйста, друзья, иногда я себе ставлю цель, и я иду к ней, несмотря ни на что. Но за этот год, да, хорошо, что я никому не рассказывала, ни с кем не советовалась. Я это сделала, и у меня прям появился какой-то как будто каркас, появились мышцы. И я поняла, что вот все эти гиалуронки, там какое-то заполнение кожи, это же то же самое, как накачать мышцу. То же самое, только мышца, она зависит от тебя, она всегда с тобой. А гиалуронка, во-первых, уходит, во-вторых, есть проблемы с тем, что это как-то может куда-то там перемещаться. Опять же, да, это мои такие знания вот, бытовые.
Ну, еще она притягивает воду, и от этого могут быть отеки. А мышцы – это как бы природное сырье, свое собственное. Вот. И я через год уже не делала гимнастику каждый день по часу. Я буквально делаю ее минут 10 в день, иногда вообще 5, когда не успеваю. И вот все, и этого хватает, у меня просто лицо в тонусе. Еще с какого-то возраста, сейчас не помню, я начала делать лимфодренажный массаж лица. Вот на него я могу вам оставить ссылку, если найду. Если найду, оставлю ссылку. И это тоже очень помогло. Этот массаж, правда, работает. Даже я иногда просыпаюсь, а я вообще страдаю ринитами. И иногда просыпаюсь, у меня прям это ощущение заложенности пазух есть. Иногда даже я это не понимаю, но когда я делаю этот массаж, знаете, как будто вот из самолета выходишь и начинает уши раскладывать. Я не знаю, как это сказать по-русски. Ну, у тебя как будто уши заложило, ты выходишь, и этот эффект пропадает. И вот такой же есть эффект от этого массажа. Я такая раз сделала движение, и раз думаю, ого, ничего себе, у меня, оказывается, были заложены пазухи, там, и уши закладывает иногда. Ну, это ринит хронический. То есть этот массаж реально работает. Но, друзья, предупреждаю вас, надо делать его правильно, потому что гимнастикой, что и массажем можно испортить, можно сделать еще хуже, заломов, морщин. Надо делать очень аккуратно. Если вы не уверены, да, что вы можете, то не знаю, лучше обратиться там к каким-то специалистам. Я не знаю, я опять же снимаю с себя всю ответственность, я просто делюсь своим опытом. Никому не рекомендую, ни на чем не настаиваю, советов не даю. Вот. Дальше, что я еще делаю? Еще я принимаю регулярно коллаген внутрь. Да, коллаген, точно, коллаген. Я принимаю морской коллаген, потому что я не ем мясо, ну, как-то глупо, да. Если я не ем мясо, то как бы в коллагене я тоже это не хочу принимать. Я курсами его принимаю, сейчас у меня перерыв, месяц или 2 я сделаю, и опять буду его принимать. Но мне кажется, после 30 уже можно даже без всяких перерывов его принимать. И витамин С тоже обязательно, чтобы он усваивался. Так, что еще? Ну и еще, конечно же, очень важно, вроде как бы мы говорим про лицо, но очень важно, чтобы весь организм был в тонусе, и я делаю лимфодренажную зарядку, так сказать, для всей себя, не только для лица я делаю массаж. Это очень важно, потому что, ну, как бы странно, да, если у тебя вот лимфодренажный массаж сделан, а все остальное тело у тебя не работает. Ну, как-то куда там все выводится, вот вопросики. Поэтому я ее делаю. Она очень простая. Я присоединю видео, опять же, да, ну вот по тому уроку, который я делаю, мне нравится. Причем первая часть, мне кажется, ее может вообще каждый сделать, независимо от физической подготовки. Вот вторая, там есть такие упражнения, немножко, мне кажется, сложные, но надо смотреть по своему состоянию. И опять же, да, физическая нагрузка, она снижает уровень кортизола, который мы неизбежно получаем из-за стресса. Стресс, он сейчас, мне кажется, просто преследует практически всех, даже если мы этого не осознаем. Поэтому зарядочку делаешь, кортизол уходит и прям становится на душе намного лучше. И, соответственно, да, на лице вообще отражается все наше физическое состояние. Поэтому каким кремом не намажься, если ты, в принципе, да, плохо себя чувствуешь, со здоровьем не очень, то на лице это все равно, все неизбежно отразится. Это, наверное, самый главный, не секрет даже, это самое главное правило. Да? Ну и питание. Про питание я уже не буду начинать. Думаю, каждый сам понимает. Ну, может и нет. Короче, я не буду начинать про питание. Это вообще очень сложная тема. Вот, друзья. Вот, в принципе, и все, что я делаю. Да. Пока да. Пока вот так вот.
Все. Я всего один раз делала процедуру у косметолога, ну, в смысле эту омолаживающую. Я делала регулярно чистки, а потом мне косметолог сказал, зачем ты ходишь, чистить нечего. Я перестала ходить, может, надо опять сходить как-нибудь. Но вот процедуру омолаживающую инъекционную я делала всего один раз. Она какая-то была супер легкая, но мне она не понравилась. Я не увидела никакого эффекта. Мне еще не понравилось, что мне сказали, что ни массаж нельзя делать, ни гимнастику для лица, физические нагрузки ограничивать. Я думаю, в смысле? Для меня все, что я делаю, чтобы хорошо себя чувствовать, быть здоровой, да, хорошо выглядеть, все делать не надо. Я поняла, что это вообще не мой путь, никакие инъекции мне не подходят. Единственное, что вот аппаратная косметология. Я делала курс как они называются-то? Когда током какой-то там минимальный разряд, который можно, да, чтобы тебя не убило. Господи, звучит, конечно, эти все процедуры очень страшно. В общем, эта вот процедура, она, опять же, да, она создает тонус. Мышцы сокращаются. Но я прошла этот курс и не увидела результаты, но опять же, я думаю, потому что я делаю гимнастику сама. Я ее делаю на протяжении с 28 лет, вот ну сколько уже, да, посчитайте, мне 40. И поэтому, конечно, от одной какой-то цикла не может быть такого эффекта, как от 12 лет этих сокращений мышц регулярных. Я думаю, что те, кто не делает гимнастику, да, то это, правда, очень хорошо работает. Вот это вот я верю, и мне кажется, от этого нет никаких побочных эффектов, как от той же инъекционной косметологии, а положительный эффект очень даже может быть. Но надо, наверное, делать курсами, потому что гимнастику я делаю регулярно. Я думаю, что если я прекращу делать мышцы, да, как мышцы, они просто уйдут, опадут все. И еще нельзя, знаете, худеть резко. Вот. Я потому что похудела, мне было 36, я очень набрала, я набрала килограмма 4, когда мне было 33 или 34 года. А потом я перестала есть сахар, глютен, молочку и похудела на эти 4 или даже 5 килограммов. Причем похудела я в течение полугода, наверное, может. Да, мне кажется, примерно вот так я похудела. И, конечно же, лицо, оно немножечко стало опускаться. У меня появился залом. Потом кожа вернулась, но, знаете, это когда в 20 лет ты скинул, прибавил 4 килограмма туда-сюда, кожа очень быстро восстанавливается. А в 36 нет, уже надо время. И вот я в тот период как раз ходила на эти инъекции бессмысленные. Кстати, результата не было вообще никакого. Ну, я была не согласна на какие-то жесткие там процедуры, когда там филлеры закачивают, на это я вообще была не согласна. Я знала, что кожа вернется со временем, надо больше времени дать. Но вот от той процедуры, что я сделала, эффекта было вообще 0,0. Все, друзья. Видео получилось очень длинным, но я понимаю, что тут остались те, кому было интересно именно про уход за собой. Пишите мне в комментариях, как вы ухаживаете за собой, как вы относитесь вот к этим косметологии, к инъекционной, к аппаратной, что вы используете, что работает, что нет. Делитесь своим опытом. И, кстати, как положительным, так и отрицательным. Очень интересно. Допустим, про ботокс. Я его всегда боялась. Как-то, может, я немножко какой-то древний человек. Меня пугает ботокс. И я такая, знаете, родилась, когда ботокса не существовало. И теперь вот он меня пугает. Но зато я интернета не боюсь. Wi-Fi вообще не боюсь. YouTube мне нравится. А ботокс нет. Все, друзья, все. Это, конечно, уже шутка. Все, всех целую, обнимаю. Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Не забывайте поставить палец вверх, подписаться. Все. Всем пока-пока.